С чего бы начать? Ну, наверное, с того, что социальные медиа на ХВХ года такой до 18 было на таком уровне, что найти информацию настолько проблематично, что порой в одиночку попросту невозможно. Так что давайте договоримся. А в этом ролике я буду говорить серьезно таким ебалом, а вы, если что, пишите в комментариях мои неточности и упущения. К слову, все возможные источники я оставлю в описании. И если вы помните такие читы, как Ho, Tauari, Brutality, Yuzi, R3, Eternity и тому подобное, то поздравляю. Я пожму вам руку и отведу в более уединенное место. Мое, кстати, рядом. Несмотря на то, что КС релизнулась в 2012 году, ранее, что я смог найти, это за 2014 год. Кровь вам предоставлю, пожалуй, Аимвар, в котором на ноябрь 2014 года уже, как минимум, был автовал. А видео, кстати, тоже присутствует. И раз уж я заговорил про АВ, я сразу скажу, что не буду упоминать вечные эксплойты а-ля телепорты, крашеры, моментальные взрыв бомбы, аэрстак и тому подобное. Ибо они в истории КС были далеко не один раз и относительно быстро фиксились. Да и на ХВХ не особо-то и влияли. Кстати, аэрстак ВВ было еще в 2015 году. КС в эти годы в целом было ужасно по стабильности. Я в это время не играл на ХВХ, и инфу по этим годам хрен откопаешь. Поэтому сразу может приходить к 2017 году. Почему я назвал это так, за рождением ХВХ, если оно было в 2014 году? Все объясняется просто. Добавление такого режима, как напарники. Он был добавлен в мае 2017 года в спецоперацию, и уже в ноябре он достался как официальный режим. Вся прелесть была в том, что сама Valve нам позволяла играть на официальных серверах с званием без патруля. У меня складывается такое ощущение, что Valve это сделали намеренно. В первый же месяц пуканы клинов неимоверно воспылали, а читеры ликовали. Даже я в этот период и перешел с лиги на скользкую ХВХ дорожку. Также учту, что в те времена летом и зимой были скидки на игру, что дополнительно усиливало интерес к экспериментам. В ноябре 2017 года в ВВ был добавлен интересный эксплойт, с помощью которого можно было бы трекать на немного более чем секунду в прошлом, а конкретнее 200 миллисекунд чита и добавок 1000 миллисекунд от пинга. Еще я не понял прикол, но по логам в мае убрали фигдак. Вопрос, конечно, каким образом он был и когда добавили, но факт фактом. И снова Valve сделали все возможное, чтобы ХПХ обрело популярность. Хотя в мае 18 и добавили патруль в напарниках, но уже в декабре CSGO стала абсолютно бесплатной. И насчет декабря. В этот месяце появятся фейки и ЛБУ. Фейки заменились на весенки, а ЛБУ стали обновляться каждый тип. Как человек, который играл на фейках, скажу так, я рад, что их пофиксили. Но вот люди, которые покупали приват-читы на фейках, просто обожили. Фри-чит и чит за 100 рублей был сравним, как сейчас Рейктрит и ML. Инфу про ДТ и ФД я особо не нашел. Единственное, что скажу, что они появились либо включительно в мае 2019 года. В августе 2019 произошел незабываемый кряк в ТВ-2. В сентябре 2020 произошел кряк в ТВ-3. Оба кряка кардинально поменяли уровень фри-читов, а конкретнее убили фри-читы до того, как они стали сравнимы с старым читом за 20 баксов. Кажется, я начал понимать, почему существует ХВХ 2020 года. Хотя, разумеется, я не собираюсь идти на ХВХ, лучше вовсе ливнуть. В июне 2021 года кастрировали Non-Prime, тем самым убили весь интерес играть на официальных серверах с читами. В этом же месяце Skit начал банить True IP из-за того, что в альфе NL появился Defensive Double Tap. Их обвинили в реверсе и, собственно, в пассинге. Ну так вот, когда говорят, что NL паста, NL, пожалуй, правда лучшая паста за всю историю ХВХ. Спастить топ-1 чит и тем самым поднять свой продукт на топ-2, это вам не пастить Ленинбор. Вследствие банов появились обиженные и произошел кряк скита, который продавали по оверпрайсу. Хотя и недолго. Месяц или около того. Причина закрытия продажи кряка неизвестна. Либо скит задушил юридически, либо оплатили закрытие кряка. Ибо так будет выгоднее всем сторонам. В этом же месяце, либо чуть позже, Defensive добавили в релизную версию NL. Другие читы, разумеется, потянулись. В декабре появились Roll Team, которые так не взлюбили, что плагины на антироллами встречались чаще, чем с антифейкдаком. В сентябре 2022 года произошел фикс десинка, вследствие чего его угол уменьшился более чем в 2 раза. Видимо, из-за этого мета с ДТ ушла. Десинк в 2 раза меньше и, соответственно, резолвер летит в 2 раза лучше. Зачем ползти на скаре, когда можно лететь на скауте как ебанутый и давать по шапке с одной? Ну и не так давно начали появляться Defensive Team, но это уже новинка, так что говорить не стоит.
При том, что я в душе не чаю, как они работают, когда они появились. Ну, понятно, что месяц-два назад, но это хрен с ними. Но в целом, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, пишите свои дополнения, мои упущения, исправления и тому подобное в комментариях. Потому что я уверен, что я что-то не досказал, что-то упустил. Подожди, это же одно и то же, да? Ну, а может, где-то грубо напиздел и не оставил ссылку на то, откуда я брал информацию. А может, информация была неверна. В любом случае, комментарии всегда открыты. До встречи.